Наше интересное время люди переезжают по разным причинам и в разные страны. Кто-то приезжает из-за войны, кто-то приезжает из-за экономических соображений, кто-то из-за климатических, кто-то по работе, кто-то по учебе. Сегодня мы поговорим о том, как адаптироваться семье на новом месте, в новой стране. И со мной на связи из Франции психотерапевт Александра Закрасняная, которая находится во Франции, как я уже сказала, и работает по вопросам адаптации и иммиграции. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте я, наверное, пару слов тогда о себе. Да, Да, пожалуйста. Я действительно, да, я на данный момент живу во Франции, я психотерапевт, которая выехала из-за последних таких трагических событий, которые происходили на моей родине, в Украине. И последние 1,5 года я со своей семьей живу здесь. И как нельзя кстати, вот так вот случилось, что моя профессия оказалась более чем даже актуальной. Потому что и там фактически людям нужно как-то справляться с теми событиями, которые их окружают. И окружают они, к сожалению, их догоняют и догоняют, регулярнее или регулярнее. Поэтому все чаще начали люди обращаться за психологической помощью, и моя география уже, она, скажем так, выросла. Это не только про Францию, это про всех эмигрантов по всей планете. И про беженцев, потому что есть небольшое отличие между иммигрантами, которые планировали свою жизнь к переезду, они к этому готовились, и беженцы, которые травмировались из-за того, что они их вырвали из такого для них привычного, достаточно привычной среды. Вот. Но еще нужно, к слову, сказать, что те люди, которые остаются в странах, вот, да, допустим, если так, как у нас случилось это из-за боевых действий, они тоже переживают своего рода адаптацию. Почему? Потому что это уже не те страны, которые были в мирное время. И там меняется абсолютно все. Меняются ценности, меняются доходы, меняется уровень жизни, меняются, все меняется, инфраструктура меняется, даже приоритетность, к примеру, выбора пациента у доктора уже тоже будет меняться. Ну и таких очень много важных таких моментов. Поэтому то, чем я занимаюсь, я помогаю людям адаптироваться, проходить периоды разные по адаптации, поддерживающие провожу сессии, объясняю, что происходит с человеком, на каком этапе, в зависимости от периода времени пребывания в чужой стране, и, конечно же, какие есть выходы из сложности этих переживаний, да? Потому что есть очень много фильмов снято еще в советское время, какие кризисы, какие депрессии переживали иммигранты, вплоть до того, что они очень сильно болели, и есть такое понятие, как тоска по родине. Поэтому для того, чтобы легче это все пережить и с этим всем справиться, ну вот мы сегодня с вами и собрались для того, чтобы Да, вот объяснить расскажите. немножко ваши. Да, вот расскажите, пожалуйста, чаще всего с чем вы работаете? Какие проблемы Чаще по всего. процентном соотношении у людей беспокоит? Мгм. Чаще всего, ну, давайте так, в зависимости от все-таки возраста обращения, да. Если мы берем молодые семьи, у которых есть детки, им немножко, я сейчас говорю, детям проще адаптироваться. Это не пустые слова, это правда. Вот все зрители, все родители, которые приехали с детьми, это подтвердят. Люди среднего возраста, которые успели у себя на родине построить уже карьеру, выстроить себе какое-то имя, заработать какие-то материальные блага, они, конечно же, приходят с потерями. С потерями социального общения, с потерями карьер, с потерями коммуникации, вот с потерями так называемого комьюнити. Да? Ты можешь дома выйти попить кофе с кумовьями, с друзьями тогда, когда хочешь, а здесь ты фактически сам оторванный, ну, сам по себе. Поэтому это горечь и боль утраты, про то, что невозможно жить той жизнью, которая была. И, конечно же, есть более трагические случаи, тогда, когда люди теряли и физически людей, да, утраты.
допустим, вот, ну, в моем случае я, допустим, пережила смерть папы, которого убили в том числе на войне. И, к сожалению, учитывая то, что боевые действия во многих странах не заканчиваются, много очень сильно еще пугает людей известность. Сколько я сюда приехал, как долго я здесь пробуду, какую мне работу искать. Она должна быть постоянной или только для поддержания коммунальных услуг. Как мне учить язык? Мне нужно туда в омут с головой или мне достаточно только бытового уровня? Мне уже пора переводить свои дипломы на язык той страны и валидировать их. Или я еще пока могу вот как-то между капельками, пока могу этого делать. Да, ну вот такая, это растерянность в основном. В основном это растерянность, да, потому что вроде бы как издалека план понятен, что делать. А тогда, когда ты оказываешься здесь и сейчас на новом месте, то очень много чего непонятного. И растерянность, она может даже парализовать, как и любой страх, он может человека вводить в такой определенный ступор. Поэтому было бы хорошо, если бы рядом кто-то нашелся с таким списком фактически бытовых дел, или же, когда люди планируют переезд, они подготовили список, что нужно сделать, почитали в Инстаграмах, в Фейсбуке, через знакомых, нашли возможности, да, что нужно будет поэтапно сделать. Квартира, страховка, банковский, прописка, ну, школа, даже как расписание автобуса нужно узнать. Это такие вот очень-очень много нюансов. Где платить коммунальные услуги, как вызвать сантехника. Потому что все глобально большое состоит из маленьких вещей. Да. И порой человеку кажется, что столько всего много, очень наваливается на него, ну или на семью. А если расписать это все по списку, оно становится вроде бы как понятней, прозрачней, и уже не так страшно, когда понимаешь, что с этим делать. Ну вот мы составили список, мы уже знаем, где наш магазин, мы уже знаем номер сантехника, мы уже знаем все. Вот давайте возьмем семью где-то в возрасте 35-45 лет, у которых есть, допустим, дети в каком-то подростковом возрасте, детей устроили в школу, и вот это вот все вот первое, вот это вот сумбурное или не сумбурное, вот эти трудности по документам, по устроить детей в школу, снять квартиру, банки, все такое мы уже устроили, и теперь мы пытаемся привыкнуть к новой жизни. Вот как вот этой семье, у которых особенно ребенок, подросток, как им проходить вот все вот эти вот, как по-русски, Хороший вопрос и очень хороший пример. Почему? Ну, во-первых, семья среднего возраста, это обычно там 35-40 лет. Тут нужно сказать, что точно так же, как есть, допустим, там переходной возраст у ребенка, точно так же есть переходные возраста определенные у взрослых. Поэтому 35-40 лет – это тогда, когда и у мужчин, и у женщин происходит определенная переоценка ценностей. И паре, мужчине и женщине, нужно будет готовым быть к тому, что у них будут проходить свои внутренние кризисы. Женщина с точки зрения женственности, мужчина с точки зрения мужчины. И второй нюанс, вторичный такой еще, ну, как бы кризис, который будет на них влиять, это переходной возраст ребенка. Если маленький ребенок пускай до 10 или даже до 11-12, это еще проще. Начиная с 12 до 16 лет, тогда, когда у ребенка происходит сложный период с точки зрения возрастного, для такого возраста очень важна социализация даже больше, чем для взрослых. Потому что в зависимости от того, как ребенок, подросток, научится выстраивать коммуникацию в таком возрасте, фактически он так и будет строить свою коммуникацию на протяжении всей своей жизни. Поэтому я знаю очень много пар, которые даже вот сейчас меняют страны, там, были в Польше, меняют на Румынию, были в Венгрии, меняют еще на какую-то страну, потому что у них есть дети именно подростки, и они первоочередной
рассматривают приоритетность, насколько подростку там будет комфортно, для того, чтобы была школа с уже ориентацией на профессию, для того, чтобы там была комьюнити, поддерживающая какая-то социальная среда, таких же принимающих этого подростка, скажем так, к себе в том же числе. Важно, начиная вот с где-то 6 месяцев, столько, сколько времени понадобилось для того, чтобы обустроить быт, теперь я отвечаю на ваш вопрос, да, начинается такой опасный момент, как депрессионное первое состояние, потому что тогда, когда ты занимаешься каждый день какими-то решением бытовых вопросов, ты мало тратишь времени для осознавания того, где ты оказался, и у тебя нет времени на грусть. Тогда, когда времени появляется больше, ты начинаешь осознавать, что вообще произошло, и тебе становится тоскливо, потому что первое время люди двигаются еще на своей энергии, на той, на которой они приехали, привезли с собой. Они привезли свою страну, свои воспоминания, свое общение, запах своей квартиры в вещах, запах своего порошка стирального, знаете, все Да. из мелочей, все оно еще пахнет домом. А потом оно все выветривается и становится пресным. И вот это важный момент для того, чтобы эту пресность наполнить новыми запахами, новыми воспоминаниями, новыми привычками, новыми какими-то мечтами. И в таком периоде очень важно, ну, во-первых, друг за другом присматривать и как бы поддерживать. И, во-вторых, это уже потихоньку знакомиться. Идеально это если познакомиться 1, 2, 3, 4, ну 4, наверное, даже будет и из-за счастья, и много. Это с такими же людьми, которые переехали. Не обязательно, чтобы это были люди с вашей же страны. Важно, чтобы у вас был язык какой-то общения, но у вас будет что-то общее, потому что вы будете чувствовать себя на этом месте чужестранцами. Поэтому в Абсолютно таком верно. огромном количестве переезжающих, иммигрирующих людей, целых там поколений, наций, есть одно общая такая черта у всех иммигрантов, у всех переселенцев, это как можно назвать «я чужеземец» или «я чужестранец». И когда вы встречаете такого человека, вы можете даже не понять, почему вам с ним так хорошо, а он точно так же не будет понимать, почему ему с вами хорошо. Потому что вы будете соприкасаться друг с другом вот этим вот пониманием. Я понимаю, как тебе, ты понимаешь, как мне. Таким образом, можно в любой стране найти каких-то таких вот людей, которые тоже эмигрировали давно или недавно, и которые будут просто, с которыми вам будет интересно, и им тоже будет интересно, потому что вам будет с ними интересно. Они уже вам поделятся опытом, а им будет интересно, потому что вы еще свеженький, как они говорят. Но вы вместе уже что-то общее, общинное такое имеете. Вот Угу. хорошо, что вы сказали про именно вот это вот 6 месяцев, потому что, например, я тоже почувствовала, что 6 месяцев – это вот как раз-таки вот этот период такой какой-то Угу. эйфории. И, ну, мы переезжали в хороших условиях в плане того, что мы переезжали по учебе, и как-то это было все Угу. так гай, и все так это. А после 6 месяцев вот как раз началось. После 6 месяцев начинается раскрытие всех каких-то таких и душевных проблем, каких-то вопросов, и каких-то вопросов вообще к той стране, в которую ты приехал, ты уже начинаешь только обнаруживать что-то. И если есть какой-то хоть минимальный негатив, он тебя так чуть-чуть припускает. А вообще, Угу. сколько есть фаз адаптации под периода релокации? Угу. Основных 5. Вот вы как раз сказали, первая эйфория, она таки называется. Первая фаза – это эйфория.
человек до 2 месяцев, вот он находится в состоянии, все новое, как интересно, здесь другие цветы, а здесь другие растения, слушай, у них такой интересный язык, у них по-другому принято давать чаевые, а еще вот смотри, у них почему-то по воскресеньям это работает, это не работает, это вот фаза удивления и впечатления. Люди впечатляются, потому что вот впечатлены они. Дальше идет фаза туристическая. Это тогда, когда вы уже эйфория прошла, но вы уже с интересом, не просто впечатлением, а с интересом присматриваетесь к стране. Как туристы, знаете, вот заходят в кафе, они могут теряться, мы все, находясь в этой туристической фазе, теряемся, допустим, по маршруту, теряем улицу, не знаем, как пройти. Ну, вот, то есть мы уже не впечатляемся, а уже пытаемся как-то сориентироваться. И мы переходим в третью фазу, которая называется ориентация в пространстве. То есть сначала это эйфория, потом это туризм, потом это ориентация в пространстве. Мы за фазу ориентации в пространстве как раз и организовываем себе все абсолютно бытовые вопросы. Ориентация может длиться от полугода до года, в зависимости еще от сложности страны, от бюрократии, от многих вещей. А потом самое интересное и щекотливое – это депрессия или депрессионные станы. Вот она – это, к сожалению, неизбежная фаза. Она длится от года и у некоторых может затянуться до 10 лет. До 10 лет почему? Потому что люди так оказалось, так как-то случилось у них по событиям, что они оказались одиноки. Или же они по каким-то юридическим вопросам не могут вернуться. Или же они находятся в каких-то сложных таких жизненных бытовых условиях. Ну, у каждого своя история. Но в большинстве случаев можно ее пройти за год. За этот год чаще всего фиксируют возвраты обратно домой, потому что не выдерживают дети. Кстати, вот как раз и подростки. Через год после того, как приезжают, дети уже тоже прошли вот эту эйфорию, они уже понимают, что они могут внедриться в это общество или не могут. И очень много родителей, в том числе, меняют тоже страну через детей. И вообще, в принципе, люди могут вернуться в ту страну, откуда приехали. Но есть еще такой запасной вариант, но он очень такой несколько коварный. Он называется «жить на 2 страны». Вот жить на 2 страны, в этом есть одно лукавство, потому что если вы живете на 2 страны, вы не социализируетесь до конца в одной, при этом поддерживаете некие отношения с другой страной. То есть это не значит приехать в гости домой, это значит 2 месяца здесь, 3 месяца там, 3 месяца здесь, 2 месяца там. Это говорит о том, что вы, фактически человек избегает внутренне выбора, и он избегает решения по поводу того, чтобы принять эту страну, уйти от формата туриста и все-таки стать уже полноценным гражданином этой страны. Мгм. Да, потому что вот можно в этом, этим туристам, знаете, есть такие люди, которых называют вечные туристы, потому что они колесят. В таком состоянии люди часто избегают покупки недвижимости, они ее не покупают, они не сосредотачиваются на каких-то таких более серьезных, важных вопросах, а могут остаться в подвешенном состоянии и жить одним днем. Мгм. Мгм. Ну и последнее, это если уж все-таки решение принято, это наступает активная фаза деятельности. К этому времени уже люди более-менее знают язык, у них уже прошла первое вот это вот депрессионное отторжение всего нового. И с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем и с каждым годом все становится легче, проще, свободнее и спокойнее. Но только если это обязательно связано с какой-то деятельностью. Еще важно, кстати, сказать по поводу деятельности.
Вот очень много людей, которые имели хорошие карьеры, там, строили по 15, по 20 лет, должности имели, работали на каких-то должностях, а потом при переезде, конечно же, происходит обязательный откат назад, потому что тебе нужно снова заработать свою же репутацию и свое имя. Так вот, с переездом можно снова вернуться к своему доходу, к своей должности, но за более-менее меньше короткое время, чем это потребовалось, допустим, в вашей родной стране. К примеру, вы там строили карьеру 15 лет, а здесь вам нужно будет дойти до того же уровня, но за 5 лет или за 3 года. Но откат будет обязательно. То есть это вот, если это только не связан переезд с работой. То есть если вас покупают, конечно же, на работу, но мы не говорим про такие случаи, потому что это очень временные вещи. Это нельзя назвать переездом, это просто проектная работа. Ну, там есть свои нюансы. Чему нужно быть готовым перед эмиграцией, релокацией? Как найти вот этот золотой ключик? Как подстелить себе соломку? Нужно понимать, для чего вы это делаете или делаем. Если держать постоянно эту мысль в голове и прям прописать себе это, ведь возникает же переезд не просто спонтанно, он возникает почему-то, преследуя какую-то определенную цель. Допустим, если это безопасность, то это, конечно же, по умолчанию, это безопасность. Если улучшение жизни, и вы находитесь в том возрасте, когда у вас дети подростки, вы хотите, чтобы у детей были больше возможностей, тогда, значит, это осознанное взрослое родительское решение по поводу того, что будет нелегко, но я иду на это для того, чтобы моему ребенку было легче. Это такое, как испытание, которое можно будет пройти. Невозможно предугадать, и никто ни консультантов, ни экспертов не подскажет абсолютно все какие-то соломки и матрасики не сможет положить, потому что каждый человек со своей ситуацией будет уникален. И то, что для одного мед, для другого это горечь. И наоборот, то, что одному кажется неприемлемым, для другого это кажется ничего страшного, Господи, могу так вот потерпеть. И, ничего со мной не произойдет. Поэтому тут нужно опираться в первую очередь на знание своего внутреннего, свои внутренние ограничения. То есть мы Вот, говорим да. за то, чтобы правильно расставить акценты, для чего человек это делает. Конечно. Во-первых, для чего, а во-вторых, что вам точно не подойдет. Допустим, мне точно не подойдет жить в лагере для беженцев. Или мне точно не подойдет жить на пособие. Или мне точно не подойдет брать продукты социальные. Или мне подойдет жить в социальном жилье. Или мне подойдет какое-то время пожить в общежитии, учитывая то, что это будет, какое общежитие там. Вот такие вот вопросы. Или мне не подойдет спать, я уже такие, конечно, совсем печальные истории беру, но тем не менее. Мне не подойдет, допустим, если я не смогу гарантированно получить медицинскую страховку. Давайте вот так. Или мне точно подойдет, если я получу страховку через месяц, через 2, она мне не горит. Или к примеру, мне не подойдет эта страна, потому что я там не смогу открыть свой ФОП, частное предпринимательство. Или мне подойдет эта страна, потому что там не могут открыть частное предпринимательство, а мне это не надо. То есть нужно понимать, ориентироваться на свои возможности, на свои интересы, на свои потребности. Вот все говорят про возможности, про интересы, это, конечно, хорошо, но и на ограничения. Что вам точно нет? Вот что вам точно нет. Если вам не подходит много ходить, не выбирайте тогда маленький городок, потому что там будет плохо с транспортом. И что значит большой город. Если вам не подходит то, что
В школе будут преподавать только на одном языке, значит, вам точно нужна будет другая школа. Если вы, ну, в общем, то, что нет. Вот то, что нет, это прям точно нужно знать, потому что вы себя же привозите в страну таким же, и вы, что в своей стране, что здесь, вы точно не сможете это вот прям сразу себя поломать и сделать. И тогда больше еще есть вероятность травматизации и отторжения страны, если вы не будете знать, чего вы точно не хотите. Мгм. Вот мы составили список, что точно нет, что надо сделать, все, мы прошли вот этот период, прошло вот эти вот полгода. Какие ваши рекомендации, как ассимилироваться, как адаптироваться, как асоциализироваться в новом обществе, когда мы уже прошли все нет, и когда прошли уже все вот эти вот вот эти вот бумажные волокиты, и все вот эти вот квартиры, банки и так далее, устраивание, вот все, мы уже начали жить. Вот тут вот в этом состоянии какие рекомендации? Рекомендация номер 1. Они от ней тоже очень часто забывают. Это про безопасность в стране. Мошенники были, есть и будут. И вне зависимости от того, насколько бы это была защищенная страна, все равно находятся неприятные ситуации с обманом. Поэтому не забывайте, пожалуйста, при составлении чек-листа про то, что вы хотите сделать в первую, вторую, третью очередь или там помесячно, включить такой пункт, как обязательно рассказать детям, обязательно рассказать старшим родителям или да даже своим друзьям, с которыми вы это будете совершать, если вы будете ехать там вдвоем или семьями, по поводу того, что существуют телефонные обманщики, назовем это так, да, тогда, когда вас может просто не оказаться рядом дома, а ребенку могут позвонить и там, предложить открыть дверь или еще какую-то вещь, или там продиктовать родительский рип, ну, имеется в виду ИБАН, да, карт. Второе, тоже связано с безопасностью. Это кибербезопасность. Я опять-таки говорю по поводу детей, по поводу взрослых, по поводу, пенсионеров, потому что есть такие случаи, даже у нас тут с переселенцами во Франции, об этом просто забывают. Знаете, вот на фоне этих всех банков, магазинов и всего остального, про это забывают сказать. Находятся извращенцы, вот буду говорить вот такими словами, которые понимают, которые находят красивых девочек, просто детей и все остальное, и предлагают там какие-то свои услуги, или предлагают им поработать, или еще что-то там предлагают, то, что является совершенно неприемлемым. Вот. Про безопасность такого характера очень часто забывают. Алгоритм, теперь по поводу адаптации и как пережить. Алгоритм, выработанный вот здесь уже на практике, который однозначно работает, он простой. Чем больше вы будете читать новостей и слушать о стране, тем меньше вы и тем медленнее будете социализироваться здесь. Поэтому старайтесь с каждым месяцем, с каждой неделькой уменьшать нахождение своего внимания в телеграм-каналах, в интернете, в фейсбуках о прочтении тех новостей, которые связаны с вашей страной. Потому что вы себя будете незаметно, скажем так, травмировать. Вы будете все равно становиться грустными или грустно от того, что вы будете об этом читать. Дай бог, чтобы все было хорошо, но если это плохие новости и там плохие события, то совсем уменьшить прочтение новостей там, до 15 минут в день. Очень сильно помогает отвлечься психологически наша логика. Поэтому тогда, когда накатывает грусть, когда становится очень плохо и нехорошо, нужно возвращаться лучше всего в голову, в
свои мысли. Но лучше всего это очень правильно будет, если вы напишете, для чего вы это делаете. И не только вот там фраза общая, чтобы у детей было будущее. Нет, нет, нет. В 2025 году, в 2026 году моя дочь поступает в такой-то вот университет. Для этого ей нужно там 100 такая-то сумма денег. Поэтому трун-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Прям чтобы там были указаны числа и даты, ну и суммы, если это вопрос еще в каких-то накоплениях. И тогда, когда вы возвращаете себя в голову, что-то нужно сделать после этого. Вот не сидеть, а что-то нужно, какая-то деятельность. То есть мы прописываем цели, а дальше мы думаем, как идти к этой цели. Да. Но я сейчас говорю по поводу того, что если вы знаете, цель же это что-то далекое, такое глобальное, а вам сейчас дома плохо, вот 15:38 вам стало грустно. Да. Вы взяли, открыли листик, посмотрели, из-за чего я тут, что я тут делаю. Закрыла листик, пошла помыла посуду, убрала, пошла, перебрала, постирала что-то, имеется в виду, поскладывала, какая-то деятельность, записалась на маникюр, сделала себе что-то. То есть любая мысль о грусти должна меняться сразу мысли логическое и потом действие. И действие вам будет приносить удовольствие. То есть очень важно, чтобы это приносило вам удовольствие. И таким образом вы уменьшаете свое нахождение такое в удаленном пространстве дома, вы меньше смотрите телевизор, вы меньше погружаете себя в ту вторую реальную параллельную жизнь. Вы возвращаете себя в свою жизнь, где вы находитесь, и вы через тело, через физическое какое-то действие получите удовольствие. Таким образом, 20 дней, если вот так вот это проделывать, это такое маленькое бытовое волшебство. Вам становится легче. Да, и вот так шаг за шагом, потом постепенно, наверное, быт будет засасывать, и такое будет как отвлечение от реальности. Хорошо, а если это семья, которая переезжает с каких-то благополучных стран и которая с ребенком устроили и все такое, как бы они уже не думают, они вот хотят ассимилироваться. Мы уже сказали про то, что найти друзей, да, чтобы быть хотя бы с кем-то в каком-то коннекшене. В контакте, это да. обязательно, да. И делать постепенно вещи, в принципе, для чего мы там. Я хочу от себя добавить, что очень много постов и вообще я встречаю в группах, на фейсбуках, в социальных сетях. Есть такие моменты, когда переезжает пара, муж, жена, у мужа есть приглашение на работу, они переезжают, и жена в какой-то момент начинает чувствовать себя, что она беспомощна, потому что она сидит дома, что она ничем не занимается, что у нее начинается, окей, я вроде бы была готова, я же вроде приготовила этот чек-лист, я же вроде хотела уехать с мужем за границу, мы же типа вместе приняли это решение ехать за границу, и мы понимали, что он там будет работать, но я думала, что я вот себе чего-то там, и я поотдыхаю какое-то время, а тут я нахожу себя беспомощным. Вот это, я думаю, хороший будет совет для тех, кто так чувствует, что действительно чем-то заняться в плане того, что хотя бы составьте себе какой-то план. Опять-таки же, познакомиться с людьми, пойти в какой-то клуб. Есть в любом городе есть клубы, в любом городе есть библиотеки, в которых находятся люди. Знакомьтесь. Пусть даже то знакомство начальное, первоначальное, это не значит, что вы будете друзьями на 1000 лет. Это просто первые вот ваши вот эти вот шаги для того, чтобы начать коммуницировать с другими людьми, которые в этой же стране с вами рядом находятся. Ходите вместе, я не знаю, в рестораны, библиотеки, выясняйте какой-то клуб, пойдите в какой-то кружок. Я встречаю такие люди, спрашивают вопросы, например, я хочу танцевать, подскажите мне русскоговорящего преподавателя. Типа, а зачем русскоговорящего преподавателя, когда ты находишься в другой стране?
иди, есть в этой другой стране много кружков, разных танцев, наверное, я не знаю, сколько там десятков направлений этих танцев, танец живота, и современные танцы и так далее. Почему именно к русскому преподавателю? Ты уже находишься в этой стране. Иди, так я не знаю языка, так вот, ты пойдешь, и ты научишься. То же самое там в группах по йоге и все такое. Идите, не бойтесь, вас никто не съест. Сделайте вы этот первый шаг. Не огораживайте себя от других людей и искать себе подобных, да, в смысле для коммуникации, да. Но кроме этого шага еще важно делать другие шаги, чтобы знакомиться с языком, знакомиться с теми людьми, которые говорят на этом языке, знакомиться, еще что-то изучать, понимать, что еще есть вокруг. Не закрывайтесь в себе. Это, наверное, важно. Есть еще женщины, кстати, милые женщины, я хочу обратиться к вам. Есть случаи, их мало, слава богу, но есть такие случаи, когда в такой ситуации, когда женщина находится в депрессии, потому что муж все время на работе и так далее и тому подобное, я это встречаю очень редко, но они есть. Когда доходит дело до рукоприкладств, потому что мужчина, он же тоже идет в компанию, в новое окружение, он должен там тоже завоевать свой авторитет в этой компании, что не просто так его купили и привезли туда. Окей, когда он возвращается домой, видя вас плачущую там в депрессии и все такое, дело доходит до рукоприкладства, до каких-то войн внутри семьи. Во-первых, у всех, кто переезжает в другую страну, запишите однозначно у вас в телефоне, в книжке должны быть все контактные телефоны экстренных случаев, то есть полиции, консульства, амбуланса. Если вы найдете, они есть, их просто нужно найти, просто нужно поспрашивать местных, где помощь женщинам на всяких там реабилитациях или там какие-то есть вот эти вот люди, которые помогают женщинам. Эти контакты у вас должны быть, прежде всего. Даже если вы едете в самую дружественную страну, и страна вам не угрожает, но угрожает вашей квартире, в которой вы находитесь в закрытом помещении. Угрожать могут два человека, которые вы совсем не ожидали, что они будут угрожать. Поэтому все эти контакты у вас должны быть. И я думаю, что вот в таких, да, случаях, Александра... Да-да, могу еще просто прокомментировать, почему такая ситуация происходит. Дело в том, что первый год очень большое количество внутренней злости невымещенной и очень большое количество раздражения на эту страну, отторжения, на язык, неприятие, нежелание учиться. И вообще очень много чего не будет получаться с первого раза. Это очень сильно злит. Когда человека что-то очень сильно злит, эта злость никуда не девается. Вот смотрите, когда вы расстроены, вы поплакали, вам легче. Когда вы очень веселы, вы посмеялись громко, прям ха-ха-ха, вам легче. А тогда, когда злость, она никуда не делась. И чаще всего вот эта вот агрессия выплескивается на близких, которые находятся рядом. Поэтому вот просто попадаются, то, что называется, попало под горячую руку, да? Да. Потому что, по всей видимости, про это идет речь. Ну и еще тоже прокомментирую. Тут важно, в каком состоянии пара решается на переезд, потому что же ведь есть, ну, опять-таки, разная мотивация быть парой. Да, где-то может быть это близость, где-то духовность, где-то может быть выгода, где-то может быть партнерство. Разные. Почему эта пара вообще называется парой? 10 раз нужно, конечно же, подумать. 10 раз. И сколько вы являетесь этой парой? Год, 2, месяц, 10 лет? Сколько вы вместе прожили, насколько вы можете друг другу доверять? Если вы прожили меньше года, я просто вот говорю вам, что лучше можно будет приехать, уехать, еще как-то. Но если пара меньше года, она не прошла. Меньше хотя бы 8 месяцев, но это очень мало. Хотя бы минимум год. Вообще идеально после 3. Тогда уже, когда вы прожили то, что называется весну, лето, осень, зиму вместе и снова цикл прошли, тогда да, потому что раньше вот, мало историй, когда быстрый вход, такое стремительное, хорошим заканчивается.
Да, все это, конечно, нужно брать в расчет. Ребята, я хочу подчеркнуть, что это видео, оно не какое-то спонсорство или что-то. Я сама лично обратилась к Александре с просьбой записать для вас это видео, потому что, как мне кажется, это видео очень важно в наше вот это вот время интересное, в котором мы живем. И Александра добровольно, сердечно отозвалась. Все контакты Александры будет на этом экране, а также я напишу под видео, пожалуйста, вы можете обращаться, неважно, еще раз я подчеркну, что неважно, в какой стране вы находитесь, вы можете связаться с Александрой, если есть вопросы, как-то консультации, Александра вам поможет. Александра, По я любым вас вопросам. да, Да, я вас еще спасибо. раз благодарю от всего сердца, что вы согласились на это, я считаю, важное дело сделать для людей. Мгм. Я вас благодарю и спасибо вам большое. Спасибо вам тоже большое за приглашение. Я надеюсь, что это действительно, знаете, если даже один человек услышит и что-то сделает для себя, вот какой-то вывод, там где-то галочку поставит, это уже день сегодня так точно уже прожит не зря, и наше знакомство тем более. От себя хочу сказать, что помимо консультаций, конечно же, можно просто обращаться по каким-то житейским вопросам. Мир, он достаточно большой, одновременно маленький. Поэтому можно кого-то через кого-то найти, и закон 6 рукопожатий никто не отменял. Супер, Вот. спасибо вам огромное. Да, Спасибо, и еще ребята. хочу да, выразить свои слова поддержки на самом деле вашим землякам и сказать, что я очень сильно сопереживаю и понимаю в чем оказываются люди, и дай Бог нам на самом деле сил это все пережить и каким-то образом удержаться и вот действительно дальше продолжать такие встречи, знакомства и поддерживающие форматы Мир встреч. не без добрых людей. Спасибо вам огромное, Александра. Спасибо, спасибо.